Отряд бразильских солдат из 3 человек на небольшом катере отправился вниз по течению Великой реки, чтобы проверить, не хозяйничают ли там лесорубы и браконьеры, уничтожающие легкие планеты в жажде сиюминутной наживы. Патруль регулярно ходил этим маршрутом. Амазонка здесь очень своенравная и капризная. Нужен большой опыт, чтобы усмирить течение и не налететь на то и дело торчащие из воды валуны. Командир группы Габриэл пристально вглядывался в открывающийся впереди простор воды. То, что он увидел, заставило на миг замереть от удивления. Но скоро он очнулся, взял себя в руки и подал рулевому знак, чтобы тот заглушил двигатель катера. Хавьер был удивлен команде, ведь никакой подозрительной активности он не заметил, но решил подчиниться. Судно бесшумно заскользило по водной глади, быстро теряя набранную в движении инерцию хода. «В чем дело, командир?» — поинтересовался Хавьер у подошедшего к нему Габриэла, попыхивающего сигарой. «Посмотри вон туда и сам все поймешь». Габриэл указал рукой с дымящейся сигарой направление. Немногословный капитан не любил тратить время на пустую болтовню и лишнее объяснение того, что проще просто показать человеку. Пусть сам своими глазами увидит и быстрее поймет, что происходит. Взглянул в указанное место Хавьер, невольно поежился, почувствовав, как по спине пробежали даже не мурашки, а стадо слонов. Он увидел, как за остро торчащий валун, как за последнюю надежду ухватился молодой ягуар. Эти хищники отлично умеют плавать, но, возможно, этому зверю не очень-то повезло. Наверное, он упал в реку вместе с поваленным деревом. Течение в этом месте настолько сильное, что даже мощный ягуар не сумел справиться, и теперь он висит на камне, словно намокший мышонок, попавший в водоворот уличной лужи. Умный зверь понимал, стоит ему расслабить лапы, и бурлящий поток с бешено несущейся водой размозжит его об острые валуны, или он просто захлебнется, не в силах больше бороться за свою жизнь в битве со стихией. Люди на патрульном катере также это отлично понимали. Они не могли пройти мимо беды, грозящей кому-либо. Их задачей была охрана и патрулирование прибрежной зоны реки, но когда на глазах произошел несчастный случай с животным без вины человека, так что же закрыть глаза и проехать дальше? Конечно, нет. А Хавьер, выросший в этих местах, вовсе не разделял гуманизм своего начальника. Он попытался объяснить Габриэлу, что природа часто бывает жестокой, но всегда поступает справедливо. Глупо сожалеть о съеденной крокодилом антилопе, если хищник питается свежим мясом. Не заставлять же его нырять на дно и рвать водоросли, как корова. Хавьер ожидал, что сейчас команда разразится хохотом, а капитан похвалит его за удачную шутку. Но молчаливый Габриэл, Жозе, Лео и другие стояли, сдвинув брови. Рулевой понял, что пошутил неудачно и не к месту. Опустил глаза, замолчал и убрал с лица идиотскую улыбку. Теперь ему стало безумно стыдно за свою болтливость. Хавьер покраснел, будто выпил добрую порцию виски. Катер несло течением как раз к тому месту, где из последних сил цеплялся за жизнь ягуар. Суровый капитан внутри очень сомневался, правильное ли решение он принял. А вдруг опасный хищник в испуге не поймет, что его хотят спасти, и начнет атаковать их команду. Тогда не избежать травм и увечий. Понятное дело, что у всех есть оружие, они могут выстрелить. Но даже если один человек пострадает от звериных клыков, он себе этого никогда не простит. Но бросить это животное значит обречь на долгую и мучительную смерть живое существо. Нет, он не мог поступить иначе и принял единственно верное решение. Весь риск о членах команды Габриэл взял на себя. Усевшись на самый нос катера, он начал тянуться к повисшему на камне ягуару. В таком положении был большой риск повредить свой катер о приближающиеся камни. Парни вооружились баграми и отталкивались ими в тех местах,
где течение особенно сильно прибивало судно к преграде. Такие рывковые маневры мешали капитану точно прицелиться, чтобы ухватить ягуара за шиворот. Наконец Габриэл решился и подыскал удобный момент. «Будь что будет», — подумал он и схватил дикую кошку за загривок. Неслабая рука мужчины сразу ощутила вес не маленького котенка, но приличного хищника. Тот, к удивлению капитана, не стал изворачиваться, крутиться, как это делают домашние кошки, вытащенные из воды. Ягуар, наоборот, изо всех сил решил помочь человеку, цеплялся когтями по пути за все, что можно, облегчая свой вес. Хищник понял замысел человека и подыграл ему. Одновременным рывком Габриэл дернул за шкуру и перенес вес животного ближе к борту катера. Ягуар мгновенно понял и вцепился когтями за борт. Еще пара мощных толчков, и дикий зверь забрался на дно плавательного средства. Сердца всех членов команды бешено колотились, понимая, насколько близко они находятся от великолепного, красивого и опасного хищника. С ягуара натекла приличная лужа, шерсть намокла и свалялась в мокрые сосульки. Вид его был совсем не страшный, он был больше похож на мокрого кота, чем на грозного хищника, наводящего ужас в джунглях. Члены команды начали потихоньку подавать друг другу мимикой знаки о том, что ягуар оказался совсем не таким агрессивным. Смешливый Лео даже попробовал изобразить, как отряхается мокрый хищник, вылезший из воды. Но смеяться в полную силу пока ни у кого не было желания. Капитан отдыхал на носу после вылавливания животного, тяжело дыша и отирая пот. Люди начали перешептываться, на лицах заиграли улыбки, но напряжение все еще чувствовалось. Капитан снова приблизился к дикому зверю и протянул руку. Над катером повисло тревожное ожидание. Ягуар с интересом ответил на жест человека и вытянул свою морду, тщательно обнюхав руку, словно ответил на рукопожатие. Всем стало ясно, хищник не станет нападать на своих спасателей. Люди стояли и смотрели на эту картину, будто завороженные. Они подталкивали друг друга локтями, подшучивали. Хохотун Лео смеялся от души над тем, как ягуар отрясал от воды задние лапы. Притихший Хавьер сегодня больше совсем не шутил. Он сидел на корме и с виноватым видом проверял исправность механизма управления и двигателя. Теперь можно было пристать где-нибудь к берегу и выпустить измученную кошку в родную для нее стихию, но животное сильно пострадало и ослабло, пока боролось с разбушевавшейся амазонкой. На его шкуре то здесь, то там были видны пятна крови, сочившиеся из ранок, а сам настолько ослаб, что даже просто стоять ему было трудно. И тогда Габриэл принял решение забрать его с собой в расположение части, а иначе к чему были все эти усилия по спасению, риск, если он через несколько дней сам погибнет от голода и болезней. Командир небольшого отряда никогда не отличался многословием, но если говорил, то доносил до слушающих самую суть разговора. Так ягуар стал жить в воинской части вместе с солдатами. Он получил звучное имя Джакита и стал символом этого бравого подразделения. Солдаты сами стали называть себя ягуарами, и вскоре это название, приклеившись к ним, получило статус официального. Джакита вырос во взрослого могучего ягуара. Он мог уходить в джунгли, когда ему заблагорассудится, но всегда возвращался обратно в часть. Кажется, тогда в водах бурной Амазонки этот ягуар навсегда породнился с людьми, приняв их за своих братьев. Оказывается, добрые дела иногда способны творить настоящие чудеса. И даже сердце сурового хищника подвластно добру. Так чего же стоит нам, людям, стать чуточку сердечнее и проявлять немного больше понимания ко всему, что нас окружает?